Всем привет! Сегодня у нас с вами выкладка на ткани наших деталей. И что я хочу сегодня дополнить или изменить. Значит, смотрите, я в предыдущем видео, когда делала моделирование выкройки, не знала, что буду делать с выточками. В этом видео я решила сделать все-таки выточки и на талии, то есть и на спинке, и на полочке, но уменьшить их ровно в 2 раза. Значит, если у меня здесь выточка 4,5 сантиметра, значит, половина получается 2,25. И от центра в одну и в другую сторону мне нужно будет отложить 1,12. 1,12. То есть 2,25 пополам еще делим, да, потому что 2 стороны выточки. И прорисовываю я новые линии выточки. Теперь мне нужно их вырезать. Я уже спинку частично приколола. И тут мне вдруг пришло в голову, что я все-таки хочу сделать выточки. Импровизация — дело такое, да? Ну, никогда не поздно, кстати, что-то придумать. Так, выточка здесь готова. Точно так же я уменьшаю в 2 раза выточку, которая у нас по переду. Просто делю вот так выточку пополам и отрезаю лишнее. Мне нужно разделить пополам выточку, найти центр. Так, это у меня 2,5, получается 1,25 центр. И делю тут пополам, и соединяю эти точки с вершиной. В принципе, ничего сложного, просто уменьшаем выточку в 2 раза. Вырезаю новую выточку. И теперь, что касается раскладки, мы должны с вами сложить ткань в 2 сложения. Смотрите, вот здесь у меня будет сгиб. Спинка у меня будет прикалываться именно к сгибу, середина спинки. Далее мы должны с вами понимать, что мы должны войти полностью спинка, полочка по длине. И там еще должен быть у нас войти рукавчик. Ну и, конечно же, там, где рукавчик, у нас будет уже карманы, воротничок и так далее. Воротничок у нас, кстати, будет двойной, об этом тоже не забывайте. Так, значит, здесь я уже спинку приколола. Мы сейчас прикалываем полностью нашу выкроечку, чтобы она у нас была зафиксирована. И будем рисовать припуски на швы. Подумаем, что у нас будет к низу, расклешение или прямой будет фасон. Возможно, вы захотите прямой фасон, а по бокам разрезики. То есть это тоже, да, ваша фантазия, только ваша фантазия. Что хотите, то и воротите. И будем вырезать наши детали из ткани. Значит, смотрите, вот здесь, то есть я приколола сейчас спинку. Не забываем о припусках на швы и расклешение. Возможно, кстати, если у вас нет направления рисунка, то можно полочку, спинку, то есть выкроить вот так, полочку вот так. Это не будет нарушением, это будет нормально, если вы хотите расклешение. Я, наверное, сейчас так и сделаю, то есть отдельно сейчас вырежу спинку. Посмотрю, что мне можно будет добавить. Мы, конечно же, от линии талии вниз можем определиться с длиной платья. Моя моделька захотела не ниже колена, то есть это должно быть платье выше колена, ну хотя бы сантиметров 5 выше колена. Поэтому я сейчас отмеряю от линии талии вниз, ну, наверное, сантиметров 40
Я возьму сантиметров 50, потому что будет подгибка такая достаточно хорошая подгибка. То есть от линии талии вниз я откладываю 50 сантиметров и вырезаю спинку. Конечно же, с припусками на швы. Припуски на швы я здесь буду брать 1 сантиметр. Кстати, по горловине припуски на швы я оставляю 0,7. Далее по плечевой линии 1 сантиметр, ну и так далее, везде по 1 сантиметру. Прорисовываем обязательно выточку плечевую, обязательно вершину, ставим меточку, вершину выточки. Так, и продолжаем. Прорисовываем. Так, вот здесь я ставлю метку линия талии. Прорисовываем выточку талиевую. Я пока ее прорисовываю так, а потом, когда уберу выкройку, уже прорисую точными линиями под линеечку. Обязательно оставляю метки вершины выточек. Ну и мне теперь нужно приподнять выкройку вверх, чтобы добавить 50 сантиметров, даже может быть чуть больше, от линии талии. Главное, чтобы ткань располагалась ровненько. Так, от линии талии вниз 50 сантиметров. Здесь тоже от линии талии вниз 50 сантиметров. И делаю, может быть, даже, смотрите, по линии бедер просто вот так прямо провожу линию. И это будет у меня такое легкое расклешение. Вот они мои 50 сантиметров. И вот здесь у меня будет проходить линия. То есть я сейчас вот так. Получается, сюда надо добавить 1 сантиметр. Вот так тогда. Провожу прямую от линии бедер вниз. И здесь у меня получится небольшое такое закругление. Кстати, вот здесь от низа по боковой линии мы можем брать еще 1 сантиметр, чтобы не было неприятностей. Когда мы будем с вами сшивать, когда мы будем с вами носить, эта линия может немножко оттянуться. Поэтому здесь я сразу убираю 1 сантиметр и плавно вывожу вот сюда к линии низа, где мои 50 сантиметров. В принципе, все. Спинку можно вырезать. Вырезаю спинку и продолжаем дальше. Ножницы для ткани. Вырезаем, конечно же, уже с учетом всех припусков. Далее обязательно перенесем выточки на другую сторону. Сначала их четко прорисуем и потом переносим на другую сторону. Переносим с помощью булавочек, я уже показывала, как это делать. Сейчас убираю булавочки, убираю выкройку и переношу булавки, выточки, то есть переношу на другую сторону.
булавочки убираю, и спинка готова. Разложила ткань для полочки. Прикладываю полочку сейчас. Прикладываю полочку с припуском, с учетом припусков на швы обязательно. Я буду вот так прикладывать к кромке среднюю линию полочки, чтобы вот здесь у меня максимально осталось свободной ткани, да, то есть у меня здесь два сложения, здесь со сгибом, то есть хороший такой кусочек останется. Итак, я сейчас прикалываю с учетом припусков, прикалываю полочку к ткани. Также припуски 1 сантиметр, кроме горловины. К горловине я буду прибавлять 0,7. Значит, смотрите, по переду я прибавляю 1 сантиметр, горловина 0,7, плечевая линия, пройма, боковая линия 1 сантиметр. Далее вот к этой части, к верхней, я прибавляю 1 сантиметр. Выточку я прорисовываю без припусков. Полностью вот эту внутреннюю часть я прорисовываю без припусков. Далее, вот здесь по этому срезу я не даю припуска. Сюда дальше 1 сантиметр. И вниз от линии талии мы добавляем 50 сантиметров. И эта линия у нас как бы продляется. Так, сейчас выравниваю. От линии талии вниз 50 сантиметров, здесь 50 сантиметров, и вот так по этой линии 50, и мы убирали 1 сантиметр, вот так 49. Значит, эту линию я начинаю прямо, а сюда веду вот так на закругление. Ну и это у нас линия продляется прямо. В принципе, все. Можно вырезать и полочку. Да, кстати, вот эту линию по переду мы с вами тоже продляем ровненько вниз. Вырезаем. Так, здесь мы будем с вами сшивать, поэтому припуски здесь тоже необходимы. Здесь я буду припуски делать 0,7. То есть здесь не нужно 1 сантиметр, это будет много. 0,7 хватит на выточку. Так, эту выточку, эту сторону я не вырезаю. Итак, что я хочу еще? Я пока резала, придумала кое-что. Некоторые изменения по полочке, именно по полочке. Я хочу все-таки здесь сделать обтачку по спинке, по горловине спинки и сделать под борта по полочке. Но если я буду делать под борта, нам не нужно вот такой большой полузанос. Вот здесь мы его оставляем, а здесь я хочу его немного уменьшить. Значит, если у меня будет вот так вот отворачиваться лацкан, тогда от этой линии до линии талии, наверное, на линии талии я вот так вот делю пополам. У меня здесь 4,5 сантиметра, но мне хватит 2,5, даже не пополам, а 2,5 сантиметра. Так, 2,5 вот так. Значит, от этой точки я сюда прорисовываю вот так, и дальше я иду по прямой. Значит, если к этой линии прибавить 1 сантиметр, то получится
Вот здесь у меня прибавлен 1 сантиметр, вот здесь, да? Получится вот так вот. Я сейчас буду срезать. И срезать вот сюда. Вот такая у меня фантазия. Так, здесь я булавочку убираю обязательно. Ну и здесь я буду резать прям по бумаге. Надеюсь, что за 5 сантиметров ничего у меня не будет. Ножнички не испортятся. Очень на это надеюсь. Хотя у меня их 2 таких ножницей. Но все-таки будет жалко. Ну, в принципе, все. Понятно, да, вот с этой линией? Думаю, все понятно. Убираю сейчас булавочки полностью. Переношу выточки, как обычно, на ту сторону. Ну вот и все. Сейчас убираю полочку и раскладываю ткань для выкраивания рукавчика.